На протяжении истории человечества самые смелые прогнозы о будущих технологиях и событиях были сделаны на страницах книг. Первое. У Марса два естественных спутника. Такую удивительно точную догадку можно найти на страницах книги «Путешествие Гулливера», написанной Джонатаном Свифтом в 1726 году. Лишь 146 лет спустя, в 1872, спутники Красной планеты Фобос и Деймос были обнаружены астрономами. Второе. Солнечные паруса в 1865 году в фантастическом романе «С Земли на Луну». Жюль Верн выдвинул идею солнечных парусов. Эта смелая догадка получила воплощение через 145 лет, когда был использован первый солнечный парус Икарос. Третье. Подводная лодка на электричестве. В книге «20 тысяч лье под водой» все у того же Жюля Верна удивительная подлодка Наутилус работает на электричестве. Реальные субмарины с электрическим двигателем появились спустя 90 лет, в 60-е годы XX века. Четвертое. Кредитные карты. Эдвард Беллами предсказал появление кредитных карт в своем фантастическом произведении «Взгляд назад» за 62 года до их изобретения, которое произошло в 1962 году. Пятое. Воздушная реклама. И вновь возвращаемся к Жюлю Верну. Богатая фантазия подсказала писателю идею воздушной рекламы, когда надпись вычерчивается самолетом в воздухе посредством дымового следа. Догадка была высказана в рассказе, написанном в 1889 году. Осуществилась она довольно скоро, в 1915 году на аэрошоу в Сан-Франциско. Шестое. Автоматические раздвижные двери. Другой, великий фантаст Герберт Уэллс предсказал появление автоматических раздвижных дверей в романе «Когда спящий проснется» в 1899 году. Такой тип дверей был изобретен через 60 лет. Седьмое. Танки. А еще через несколько лет Уэллс написал рассказ «Сухопутные броненосцы» в 1903 году, в котором описал танки. Спустя 13 лет эти боевые машины появились на полях сражений Первой мировой войны. Восьмое. Детектор лжи. В художественной литературе первое упоминание о детекторе лжи можно встретить в произведении Балмера и Макхагена «Лютер Трент. The Achievements of Luther Trent». 1910 год. Первое применение реального полиграфа произошло в 1924 году. Девятое. Использование солнечной энергии. В 1911 году Хьюго Гернсбек начал публикацию своего романа «Ральф 124 41+». В списке книг с самыми странными названиями это произведение тоже может занять достойное место в журнале Modern Electrics. Одно из технических предсказаний касалось использования энергии Солнца на благо человечества. Прошло 67 лет, и в 1978 году появились первые калькуляторы, которые подзаряжались энергией нашего светила. Десятое. Атомная бомба. Одно из самых мрачных предсказаний, сделанных Гербертом Уэллсом, и которое, к сожалению, стало реальностью. Изобретение атомной бомбы и ядерная война, описанные в книге «Освобожденный мир». 1914 год. Прошло чуть больше 3 десятилетий, и атомные бомбы упали на японские города. Кстати, в этом же романе английский фантаст рассказал и о дешевой атомной энергии. 11. Голосовая почта. Немного больше времени, около 57 лет, понадобилось для осуществления предсказания Уэллса об использовании голосовой почты. Роман «Люди как боги». Распространение это техническое новшество получило после 1980 года. 12. Искусственное оплодотворение. Джон Бёрден Сандерсон Халдейн
прославился как блестящий популяризатор науки и видный ученый. В одной из своих книг «Дедал» или «Наука и будущее» 1924 год, наряду с другими интересными догадками, он высказал идею искусственного оплодотворения. Впервые успешное зачатие в пробирке было проведено по прошествии более 50-летий, в 1973 году. 13. Генная инженерия. В своей знаменитой антиутопии «О дивный новый мир» Олдос Хаксли дал яркое описание генной инженерии. Уровня, описанного в книге, сегодняшняя наука пока не достигла, хотя первые генетические манипуляции начались еще в 1972 году. 14. Тотальный контроль. Весьма впечатляющую картину тотального контроля государства над своими гражданами нарисовал Джордж Оруэлл в своей книге «1984», написанной в 1948 году. А в 2013 разразился скандал, связанный со шпионской деятельностью АНБ, которая прослушивала телефоны множества американских и иностранных граждан. 15. Наушники типа капли. Описание такого типа миниатюрных наушников можно прочитать на страницах романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», изданного в 1950 году. Меломанам пришлось подождать чуть больше полувека, пока компания Apple выпустила на рынок первые наушники такого вида. 16. Спутники связи. Космическая Одиссея 2001 года, 1951 года британский писатель-фантаст Артур Кларк предсказал появление на орбите Земли искусственных спутников связи. Ждать пришлось недолго. Уже в 1965 году был запущен первый такой спутник. 17. Виртуальная реальность. 5 годами позже Кларк написал «Город и звезды», где упоминаются видеоигры в виртуальной реальности. В 1966 году, то есть всего 10 годами позже, был разработан первый авиасимулятор, воплотивший в жизнь эту догадку гениального фантаста. 18. Водяные матрасы отличился на ниве предсказаний и другой знаменитый фантаст Роберт Хайнлайн. В книге 1961 года «Чужак в чужой стране» дается описание водяных матрасов. А первый патент на них был выдан в 1971 году. 19. Космический туризм. Идея космических поездок с туристической целью была высказана все тем же Кларком в романе «Лунная пыль», а на практике ее впервые осуществил Деннис Тито, первый космический турист. 20. Европейский союз. В книге Джона Браннера «Всем стоять на Занзибаре» в 1988 году можно отыскать упоминание о Евросоюзе, который официально появился в 1993 году. 21. Бионическое протезирование. Мартин Кайдин высказал эту идею на страницах своего киборга. В 1972 году. 41 год спустя, в 2013 был создан первый бионический протез ноги. 22. Перевод в реальном времени. В юмористическом произведении Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» 1980 год фигурирует вавилонская рыбка, способная переводить с одного языка на другой в режиме реального времени. В 2014 году Google внедрил функцию перевода в реальном времени в свое приложение. 23. Всемирная сеть. Основатель жанра киберпанка Уильям Гибсон в романе «Нейромант» предсказал возникновение киберпространства и хакерства. В начале 90-х всемирная сеть, или попросту интернет, начала охватывать своей паутиной Землю, вовлекая в свои виртуальные сети все больше пользователей ПК. 24. Лучший игрок в шахматы среди людей будет Обыгран компьютером до 2000 года.
Именно такой прогноз был сделан Реймондом Курцвейлом в книге «Век интеллектуальных машин», изданной в 1990 году, когда шахматные компьютеры были еще довольно слабы и почти без проблем обыгрывались гроссмейстерами. Однако спустя всего 7 лет суперкомпьютер Deep Blue обыграл Гарри Каспарова, сильнейшего шахматиста планеты. Сегодня же шахматные программы настолько сильны, что матч между человеком и компьютером потерял всякий спортивный смысл. 25. Лунный модуль будет запущен во Флориде и, вернувшись на Землю, приводнится в океане. За 104 года до полета Аполлона-11 к Луне именно так все было описано в романе Жюля Верна «С Земли на Луну» в 1865 году. По такому же сценарию все прошло, и в реальности команда американских астронавтов во главе с Нилом Армстронгом приводнилась в специальном модуле и вскоре была подобрана авианосцем «Хорнет». Если вам понравилась наша подборка, дайте нам знать своей реакцией. Оставьте комментарий, поставьте лайк и подпишитесь на канал.